Здравствуйте, дорогие друзья! Я нахожусь в лютеранской кирхе, город Казани. За моей спиной вот, собственно, сама церковь и органчик очень маленький, небольшой, фирмы Валькер. Сейчас мы посмотрим, в каком он состоянии. Будем писать акт. Состояние открыто уже все. Вот так это выглядит, но в принципе не так уж и плохо. Хотя вижу, что некоторые трубы, как вот это, например, вот в таком состоянии. Какой-то вот налет, непонятно, что это, окисление, непонятно, что это. Нужно будет смотреть. Ну и погнутая она, конечно, видите, да, как она. Таких труб, к сожалению, здесь немало. Многие трубы вообще не из этого регистра. Ну, как, например, вот. Как, например, вот это. Это, по идее, продолжение Рорфлет 4. Вот он, с трубочками. Потом идет обрезанный виолончель, который звучит на квинту. А это вообще цимбель. Тоже, судя по всему, обрезанный, еще и сплющенный. С другого металла. Ну, не знаю, сейчас будем смотреть, как все это звучит. Какая-то тут была труба очень интересная, где-то я видел, шестигранная. Ну вот, это в таком состоянии. Вот и сплющенные, и обрезанные. То есть написано виолончель. Е. Звучит? Звучит Си. А Е3, да, квинта Си. То есть вот она обрезанная, соответственно, звучит выше. Тоже какое-то окисление. Вот в таком состоянии. Ну, на звук это не влияет, конечно. И еще один виолончель, продолжение, который по факту является рорфлетом. Эти большие трубы — это гемсхорн. Вот он дальше продолжается, конусообразный. И они дальше идут закрытые с шапочками. Это у нас принципал 4. Да, принципал 4. Причем сверху что-то уже с трубой делали. Вон там вот какая-то. Я ее даже достать не могу, потому что она упирается в крышу. То есть надо крышу снимать, чтобы ее снять. Далее. Здесь случилась не очень приятная вещь. Сейчас покажу. Значит, тут несколько труб. Ну, во-первых, с поврежденными щечками, оторванными. И где же это была труба? Где-то она была здесь. Короче, по ней ударили зеркалом. Очень неаккуратно. Вот она. Она звучит, но лабим вот в таком вот состоянии. Это фасадный принципал 4. То есть вот это зеркало кто-то взял и вот оно вот так вот прям вот по трубам ударило. В связи с чем у меня, соответственно, вопрос: либо здесь какой-то ставить ограничитель, либо декоративную, может быть, какую-то решеточку. Так, поехали дальше. Открываем орган. Пакетники. Сам мотор работает достаточно тихо. Я уже проверял его, он не греется, к сожалению, никаких шильдиков нету. Очень странно, почему воздухозаборник находится вверху, когда у самого мотора он находится внизу. То есть, мне кажется, правильнее было бы сделать внизу вот этот клапан. Ну ладно, окей, как есть, так есть. Благо, мотор исправен, подключен
нормально. Значит, что мне здесь не очень нравится, это вот это гибкое соединение из вот этой вот гофры, которая шумит, но не сифонит, что уже неплохо. Мех не из кожи, а из какого-то плотного прорезиненного брезента, и у него очень маленький ход. И есть у меня ощущение, что не хватает, по этой причине не хватает его на полную ртуть. То есть, когда нажимаешь даже вот просто педаль, педальный регистр 120-16, ноту до нижнюю, и у нас мех опускается практически до минимального уровня и висит. То есть все, что дальше происходит, уже непосредственно без участия меха, мотор просто гонит воздух напрямую. То есть давление уже не создается. Будем смотреть, что с этим можно сделать. Сифонит вот эти вот крышечки задние. Вот эти вот. Они там уже стерты все уплотнения, то есть их надо будет переклеивать сукно, уплотнять. И сифонят, что тоже очень неприятно, шлейфы. Шлейфы здесь сделаны очень интересно, двойные. Сейчас попробую показать. Вот, сейчас, вот, раз, и вот два. Они двигаются синхронно одновременно, и между ними находятся пружинки. Так вот, когда открываешь некоторые клапана, воздух просачивается сквозь нижнюю часть шлейфа. Сейчас это можно даже услышать. Сейчас. Здесь то же самое. По-моему, это был BTS. Сейчас. Отсюда, наверное, будет. Вот. Слышно, да? Ну и то, что хлюпают клапана, это, конечно, надо разбирать всю вентладу, переклеивать клапана. Вот это прям очень сильно хлюпает. Надо смотреть, в чем проблема. Вот это хороший. Тихий, не сифонят. Вот это все. Все сифонит. Еще у меня вопрос вот к этой вот, как это назвать, раздаточной коробке. То есть вот тут две гофры идут в педальную вентладу, одна идет наверх. И наверху тоже есть вопросы вот к этим пружинкам, которые уже недостаточно сильны. То есть по-хорошему надо регулировать клапан, и вот эта вентлада должна быть чуть-чуть выше. Тогда звука хватает на тутти. К сожалению, она сейчас вот так вот опущена, то есть буквально вот на сантиметр ее приподнять. Сейчас она опущена, орган звучит немножко тускловато, и на полную тутти его не хватает. Ну и вот эти вот коромысла, которые бьют, к сожалению, вот здесь вот, сейчас покажу, вот эта вот часть, вот, там наклеена картонка. По-хорошему там должно быть сукно мягкое или кожа, чтобы оно не било. То же самое вот здесь вот. На клавише наклеена какая-то картонка, которая... Сейчас дотянусь рукой. Слышите, да, какой стук? Вообще стук клавиатуры — это самая главная причина, почему я сюда приехал, потому что трактура звучит сильнее, чем... Слышите, да? Просто набор деревяшек какой-то, ксилофон. Второму надо чуть потише, потому что он дальше находится, но в принципе тоже плохо. Это очень громко. Ну и первый мануал очень сильно проседает, имеет очень большой люфт и гарнировка клавиш. То есть вот эти клавиши, допустим, вот они, на которых редко играют, они хорошо держатся, они четко не болтаются. И вот сравнить вот с этими. На первом мануале это вообще просто кошмар. Вот они болтаются, то есть нужна перегарнировка, что, конечно, тоже является дополнительным. Сама клавиша дает стук. Вот это, допустим, вот
Вот это тихо работает. Это со звуком. Это тоже, в принципе, минимально работает со звуком. Это педаль тоже нужна, если перевернировки, тоже все какие-то, ну да, обмотка уже износилась, соответственно, нужно будет менять. Ну и саму педаль обновить. Болтающийся. Манипуляция, которая тоже в таком вот. Причем какой-то. Сейчас это надо сделать вот так вот. Вот так, если сделать, то будет слышно вот такой звук. Нота ля. В общем, аккумуляцию надо регулировать. Орган настроен высоко. 442 с половиной примерно. Так, ну давайте мы это деревяшка. Принципал 4 точно возьмем. 442. Регистр квинта имеет репетицию. То есть... С до диеза идет повторение. О, запущено. Клапана все-таки стучат. Угу. Вот сифончик вот здесь вот. Такая вот неприятная история. Оторвало керн, ушел немножко он вниз. Получается, левая сторона сейчас ниже, чем правая. Ну и сама труба, ее повело. Ну, первое, что мне не нравится, конечно, это вот эти вот трубы, которые, по сути, держатся на длинных-длинных конусах. Они болтаются, они все... Вот это вообще упирается на корпус и резонирует во время игры. По-хорошему их надо, конечно, бы поставить. Вот видите, какой длинный конус у нее. Очень длинный. Сейчас я вот еще аккуратненько. Вот я стою, вот она практически у меня по бедро, этот конус. Длинный, узкий, и она стоит без всякой опоры. Хотя, видимо, когда-то стояла в другом органе, или, не знаю, был другой фасад. В общем, ушки тут есть, крепление. То есть я бы, конечно, поставил бы ее все-таки, придумал бы для нее какую-то стойку. У деревяшек отсутствуют полностью регулировочные винты. Интонировочные, вернее, или как правильно их назвать. То есть ножки сделаны из эбонита, вклеены. И вот такая вот шайба запрессована. То есть хочешь что-то с ней сделать, либо рассверливать, либо сюда что-то вклеивать. Ножка вклеена, ее даже не вытащить. Ну, вот это еще нормально. Вот тут есть труба проблемная. И не одна. Сейчас. Вот такие вот, видите, щели. Насквозь там все видно. Надо этими трубами заниматься. Вот такой интересный у нас эффект. Значит, сейчас у нас тутти, да? Сейчас, Никит, возьми, пожалуйста, аккорд. Сейчас, подожди, на счет 3. А я вот здесь вот немножечко виндладу. Сейчас трону. И услышите разницу. Давай. То же самое на втором. Вот так он должен звучать. А звучит вот так. То есть получается
что верхние один или даже два ряда микстуры, они просто тупо им не хватает воздуха, что ли, не знаю. То есть, ну, получается, давление чуть-чуть повышается, и он начинает нормально звучать. Это шлейф, я понял, в чем дело. То есть сейчас шлейф перекрыт, но поскольку там щель небольшая, из-под шлейфа, соответственно, идет утечка воздуха. То есть клапан открывается, и несмотря на то, что шлейф задвинут, то есть нету дырки, да, в трубу, а воздух все равно идет. Короче, надо будет разбирать эти вентлады и переклеивать все клапана. Поставил туда более мягкую кожу, чтобы она так не плацкала. Сделать это раз и навсегда и забыть об этом лет на 30.